Итак, друзья, подходим к слайду, где будем говорить, что произошло за год. Предыдущие слайды мы разбирали месяц, период был исследования, то есть это колебательные процессы, флуктуации еще можно их называть. А вот сейчас у нас тенденции длиною в 1 год. Период сравнения апрель 2025 год на примере класса социальное жилье. $537 за квадратный метр. Как я вам уже говорил, с 6 месяца, это у нас июня 2025 года, мы увидели необоснованный рост стоимости квадратного метра до декабря 2025 года. А вот уже в январе, а я говорил в феврале, да, вот видите, в январе 2026 года, то есть уже 6 месяцев, ситуация поменялась, и стоимость квадратного метра снижается, и я предполагаю, что это будет линия тренда. То есть, если мы увидим больше 6 месяцев снижается стоимость квадратного метра, то это уже очевидно. Это тенденции, которые мы будем наблюдать до конца года. Но в целом, если сравнивать две вот эти рэперные точки, мы видим, что стоимость, положительная динамика еще есть за год, плюс 0,56%. Также, друзья, немного расскажу вам о индексах. И немного, ну, самореклама, ее никто не отменял, тем более в наше сложное время, в общем-то, я нуждаюсь в том, чтобы мне делали заказы, слава богу, мне это делают, и, в общем-то, соответствующим образом зарабатывать и развиваться. Итак, на протяжении многих лет я и компания Alim Consulting готовим индексы для крупных украинских системных национальных банков, также иностранных банков, которые работают на территории Украины. Что такое индекс, друзья? На примере показываю вам. В данном случае индекс это здесь видите, да, положительный, это класс социальное жилье, единичка, запятая 0,06. Индекс это макроэкономический показатель, который характеризуется изменением стоимости квадратного метра во времени. Считается он достаточно просто, друзья, если у вас есть статистические данные. Давайте на примере данного графика я вам покажу, как он считается. 540 видим, да, делим на 537 и получаем в годовом измерении положительную динамику роста в процентах плюс 0,56%. Или же вот этот положительный индекс единичка 0,06. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях Украины, то есть это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому синергия наших знаний, в общем-то, поможет вам в вашем сложном бизнесе, ну и мне развиваться, заниматься науками, также развиваться компания Alim Consulting. Для того, чтобы меня найти, вы можете посмотреть Viber-телефончик в описании данного YouTube канала. Можем созвониться с вами или списаться, как удобнее будет. Составим техническое задание под всю недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало соответствующие финансовые средства. И еще раз повторюсь, вы знаете, учитываете риски и знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я буду раз в квартал делать исследования и показывать вам, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Но очевидные вещи, то есть все очень как бы гармонично с точки зрения синергии знаний, с точки зрения пользы для двух сторон. Поэтому, друзья, пишите, перед этим можете узнать у ваших коллег, кто такой Андрей Гусельников, компания Alim Consulting. Ну, в конце концов, искусственный интеллект вам ничего обо мне плохого не расскажет, друзья. В принципе, там есть мое портфолио, где учился, чем занимался. Все соответствует действительности, я подтверждаю. В отличие от некоторых, так сказать, друзей-оценщиков, уголовных делов на меня не заводилось. Ну, слава богу, да. Почему? Потому что это не в упрек, а потому что оценщик это как минер, который может, так сказать, взорваться на любой оценке и получить преследования со стороны силовых структур Украины. Меня Бог этого миновал. Итак, друзья, следующий слайд